История двумерней подходит к кульминации. Утопия радости оборачивается кошмаром изобилия, а за спиной амбициозного медиамагната находится лорд-опустошитель Нанука. Как Желана превратила счастье в смертельный вирус, сделав тысячи людей заложниками плоти Шуху? Какую тайну скрывает Эванесса и почему арбитр игр готова сама нарушить все законы Ахи? Что заставило Блейда добровольно стать сосудом для останков эманатора изобилия, обрекая себя на новую волну мучений? И на что по-настоящему способна Серебряный Волк, когда в игру вступает ее особая форма? Мы узнаем, как Асад Промат манипулировал целым миром, и божественные останки какого эона все это время были истинной целью корпорации. Новый сюжет продолжает мощный плот-твист прошлого патча. Эон радости через лик Фонтаны делает шокирующее заявление. Победитель текущих игр не просто получит аудиенцию, а станет полноценным и бессрочным эоном. Такое повышение ставок герой воспринимает с огромным скепсисом. Подобная резкая смена божества – это всегда катастрофические потрясения. И главная проблема в том, что совершенно неизвестно, в какое русло новоиспеченный эон направит свою силу. В самом лучшем раскладе он направит свою божественную власть в Hornybox. Это удобный сервис, где донат в ХСР всегда по самым выгодным ценам, куда ниже, чем в игре. Пополнение происходит по UID с моментальной доставкой на аккаунт. А главное, никаких скрытых комиссий и переплат. Все прозрачно и абсолютно безопасно. В случае чего, техподдержка всегда на связи. Но не одним Ханкаем едины. На сайте множество других популярных тайтлов. От Геншина до Вувы, от быстрого пополнения Steam до подписок на разные сервисы. Под любой ваш запрос найдется лучшее решение. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Так вот в чем вопрос. Станет ли новый эон противостоять разрушению, или же будет смеяться над страданиями в стороне? Получив абсолютную власть Бога, вчерашний смертный может оказаться как милосердным защитником, так и безумным тираном. Герои пытаются осмыслить причину такой резкой смены награды, ведь технически игры Фонтаны — лишь одно из множества проявлений радости в разных мирах. Как вообще статус эона может быть просто фишкой в игре на одной планете? Каждый раз, когда с эонами что-то случалось, космос расхлебывал последствия еще множества янтарных эр. Первопроходец вообще выдает забавную идею. Быть может, Аха подслушал план героя втянуть его в союз антиразрушения и решил по-быстрому слинять таким вот образом. Разработчики тут явно читали комментарии под нашим прошлым разбором, где многие отмечали эту же мысль. Но есть и другой вариант. Все это попросту ложь, призванная заставить и просителей, и жителей Двумернии окончательно впасть в безумие ради призрачной надежды стать богом. И если за этим заявлением стоял некий злодей, то он явно своего добился. Ведь рассудок жителей Двумернии просто не выдерживает концепции того, что смертный может мгновенно обрести вселенское могущество. Для обывателей эти игры из простой забавы превратились буквально в выборы вселенского бога, что, в свою очередь, сильно влияет и на силу желания, и на настроение толпы. Толпа горожан, ослепленных перспективой обожествления, берет первопроходцев в плотное кольцо. Так что экипажу Звездного экспресса приходится прервать обсуждение на открытом воздухе и отступить в общий вагон для анализа обстановки. В ходе обсуждения на связь выходит Жемчуг. Корпорация в данный момент сосредоточена на расследовании связи Желанны с путем изобилия, однако Рудроид категорически предостерегает безымянных от преждевременного слива этой информации. Жемчуг предельно ясно объясняет, почему прямая конфронтация сейчас невозможна. Все дело в том, что в глазах населения Желана обрела статус чуть ли не святой, которая избавила людей от многолетних страданий. Любое публичное упоминание мерзости и изобилия в текущих условиях толпа немедленно воспримет как клевету и попытку Экспресса запугать мирных жителей ради своих интересов. Еще в прошлом патче Желана обнажила клыки и показала, как с помощью медиа и ловких манипуляций экипаж Экспресса можно в 2 счета превратить в злодеев. Из-за специфики планеты и самой сути силы желания, которая питается вниманием людей, медийный образ здесь весит гораздо больше, чем объективная реальность. Так что Жемчуг дает первопроходцу ключевой совет – сохранять предельную информационную осторожность и действовать так, словно каждое их движение круглосуточно находится под прицелом телекамер. Чтобы раскрыть подлинную природу влияния Желаны, Химико переносит фокус расследования в стены Академии Графии. Она выдвигает гипотезу. Изобилие, которое Желана применяет в своих операциях счастья, базируется на остаточном яде Вестника Смерти, того самого монстра, что устроил резню в Академии 15 лет назад. Для Химико это расследование носит личный характер, ведь 15 лет назад они с Желаной были знакомы. Команде необходимо больше узнать о прошлом медиамагната после тех самых кровавых игр. Сама же навигатор стремится выяснить, как именно ее бывшая знакомая обрела такую власть и превратила их общее трагическое прошлое в инструмент манипуляции массами. Поэтому принято решение отправиться в архивы Академии Графии. Правда, сперва нужно получить разрешение у ректора. Но, как оказалось, Рюсуке уже сам подготовил все необходимые материалы о деятельности Желаны.
У ректора довольно сложное отношение к медиамагнату. Он с горечью вспоминает события 15-летней давности, коря себя за то, что в день нападения Вестника Смерти его не было на планете. Как руководитель он должен был уделить желанию внимания, но осознанно избегал ее. А причина кроется в ложной смерти Химико. Рюсуке постоянно терзал себя вопросом, почему выжила чужая девочка, а не его дочь. Из-за этой боли он так и не смог помочь Желане залечить ее душевные раны. В архивах экипаж сосредотачивается на изучении прошлого Желаны. Найденные документы проливают свет на происходящее. В досье указано, что Желану направили на стажировку на тепличную планету, которая находилась под полным контролем одной из школ в гильдии эрудитов. Причем название этой школы зашифровано, а прошлый Вестник Смерти был как раз выходцем из гильдии. Судя по всему, Желана решила докопаться до истинной сути Вестника и после долгих лет обучения на этой планете сумела создать свою операцию счастья. К мотивам Желаны возникает слишком много вопросов. Химико решает поговорить со старой знакомой на чистоту и спросить у нее лично, неужели ее операции – это и есть то самое счастье. Химико познакомилась с Желаной, когда брала отпуск в университете из-за проблем со здоровьем и недолго работала в Академии графии. Желана и Бель крепко сдружились с Химико. Они вместе общались, сплетничали. В общем, это была самая настоящая искренняя дружба. Сама Химико отзывается о Желане как об очень смышленой девушке, чьи знания выходили далеко за пределы школьной программы. Здесь стоит прояснить один момент. Раньше казалось, что Желана и Химико были одноклассницами. Все потому, что в прошлых сюжетах Бель называла Химико старостой, что логично подразумевало старосту класса. Но, исходя из новой информации, старостой ее называли не из-за должности в классе, а просто как старшую подругу. В японской озвучке, например, к Химико вообще обращались «сэмпай». Прежде чем говорить с Желаной, Химико решила сбросить с себя груз воспоминаний и вернуться в тот самый класс 15-летней давности, где произошла трагедия. Навигатор хочет почтить память Бель и морально подготовиться к неизбежной конфронтации. Но внезапно в классе появляется настоящая Желана. Она говорит, что Химико стала навигатором и отправилась к звездам, как они все когда-то мечтали, а вот сама Желана погрязла в пучине отчаяния. Время, по ее словам, вовсе не лечит, а лишь усугубляет боль и страдания. Именно поэтому она решила вырвать эту боль с корнем. Услышав это, Химико тут же срывается и в лоб спрашивает, неужели Желана решила стать новым Вестником Смерти. Она просит ее остановиться, напрочь позабыв о предупреждении Жемчуг насчет телекамер и влияния Желаны. Медиамагнат тут же обращается к зрителям. Она заявляет, что двумерные и игры-фонтаны превратились в варварскую забаву, где обычным жителям приходится жить в страхе из-за чужаков-просителей. А ведь истинное желание Ахи – просто видеть улыбки. Желана выдает свою версию событий 15-летней давности. По ее словам, выжить в резне ей помог не счастливый случай, а маска, дарованная самим Эоном радости. Якобы Аха послал ей это чудо вместе с миссией вернуть счастье в двумернюю, которая разучилась улыбаться и погрязла в отчаянии. Следом Желана официально объявляет о своем вступлении в игры фонтаны в статусе просителя. Она обещает победить и даровать каждому жителю двумерней искренние улыбки. И заодно приглашает экипаж Экспресса и других претендентов на трон Эона на открытые теледебаты в своей студии в городе Морском. Для наших героев это двойная ловушка. Отказать нельзя, сочтут трусами, но если прийти, то можно легко угодить в капкан ее медийных манипуляций. Маховик Медиаимперии запускается незамедлительно. В эфире Желана ТВ появляются подконтрольные ведущие, чья задача закрепить в сознании масс нужный нарратив перед дебатами. Они начинают в открытую очернять Звездный Экспресс, выставляя безымянных опасными чужаками, угрожающими стабильности двумернии. На контрасте они превозносят свою руководительницу. Желана предстает истинным просителем с родины, плотью от плоти этого мира, героиней, которая пережила национальную катастрофу и теперь готова защищать свой народ на божественной арене. Вернувшись в Экспресс, экипаж экстренно разрабатывает стратегию для теледебатов. Козырем может стать воскресенье. С тех пор, как Яо Гуан втянула его в игры, он нигде не светился и сам не выходит на связь. Его помощь сейчас пришлась бы как нельзя кстати. Тут же вспоминают и об Искре. Раз Желана упомянула, что получила маску недотёпы, логично попросить Искру порыться в своих каналах. Для победы экипажу критически важно раздобыть всю подноготную о природе сил Желаны и ее связи с последователями радости. Первопроходец решает выйти с Искрой на связь. Он предлагает сделку. Он возвращает ей маску просителя, а та взамен добывает компромат на Желану. Далее сюжет переносится во двор фонтаны к Яо Гуан и Эванессе. Еще в прошлом патче мы узнали, что Эванесса – это воплощение древа и арбитр игр фонтаны. По ее собственным словам, она – механика безопасности, нужная для того, чтобы игры не вышли из-под контроля. Ей даровано право наказывать нарушителей силой радости и изобилия.
Но в этот раз все куда сложнее. Эванесса внезапно сама стала просителем. Кто-то неизвестным образом умудрился присвоить ей статус участника и втянуть в игры. Яо Гуан полагает, что это дело рук того, кто яро ненавидит бога смеха, но лисица парирует. Таких персон во вселенной уж явно предостаточно. Кстати, ее лисья маска – это не случайный атрибут. Эванесса носила ее еще во время своей земной жизни, когда странствовала по космосу в поисках эликсира бессмертия. Чуть подробнее ее предысторию мы разберем позже, когда она сама решит раскрыть карты. Поскольку Эванесса теперь проситель, Яо предлагает ей официально вступить в игры, чтобы вычислить кукловода изнутри. Так завязывается весьма ироничный союз между генералом Сянь-Джоу и воплощением Древа Изобилия. Сама Эванесса даже удивляется такому повороту, ведь Альянс Сянь-Джоу люто ненавидит так называемые мерзости изобилия. Но Яо Гуан ловко парирует, называя ее не мерзостью, а священным древом. Вскоре выясняется, что Эванесса все это время удерживала во дворе Фонтаны ментальную проекцию воскресения в облике птицы. После освобождения она передает важные разведданные. Масштабы изобилия на планете стали по-настоящему пугающими. Если раньше Яо думала, что угроза изобилия исходит от Блейда, то теперь становится ясно, речь идет о желании. По наводке воскресения герой обращает свой взор на город морской. Яо Гуан уже предвкушала, через какие пространства лежит путь и какую магию перемещения сейчас выдаст Эванесса. Но вместо пафосного телепорта или полета, арбитр игр просто привела генерала на вокзал, чтобы поехать на обычной электричке. Пик абсурда наступает, когда выясняется, что у древней божественной сущности нет ни гроша в кармане, и она непринужденно просит Яо Гуан купить ей билет. Генерал Альянса, привыкшая мыслить космическими масштабами, окончательно впадает в ступор и впервые чувствует себя по-настоящему глупо. По прибытии в город морской атмосфера немного меняется. После всех предсказаний Яо Гуан привыкла готовиться к худшему, а на плечах у нее, как у генерала, лежит огромный груз ответственности. Эванесса же, наоборот, советует ей ценить каждое мгновение. Для лисицы в этом и заключается радость. Жить, замечать все, что происходит, и проживать каждый миг, неважно, горький он или сладкий. Ведь восторг ценен именно своей мимолетностью, а вечное, застывшее блаженство ведет лишь к стагнации и упадку. Да и сегодняшние страхи завтра вполне могут обернуться обычными неудачами. Эванесса отмечает, как сильно преобразился город. 1000 лет назад здесь лежали кровавые руины. Тогда лорд-опустошитель Асад Прамат обрушил легион антиматерии на Двумернию, а сама Эванесса сражалась плечом к плечу с легендарной художницей Графией, той самой, что запечатала мир в картину и является предком Химико. Графия тогда исполнила обещание, данное Эванессе – спасти планету. Теперь и сама Эванесса намерена сдержать свое – оберегать игры Фонтаны до самого конца. Оказавшись в самом городе, Яо Гуан активирует свои глаза Бодхисаттвы и замечает странную деталь. Над каждым жителем висит знак «счастье». Уже само по себе это выглядит ненормально и явно предвещает беду. Нескольких коротких разговоров с прохожими хватает, чтобы только сильнее в этом убедиться. Люди пребывают в стерильной, неестественной эйфории. Именно так и выглядит пугающий результат операции «Счастье Желаны». Эванесса, как воплощение древа, чувствует в жителях зашкаливающую силу изобилия и объясняет, что происходит. В их телах находится порошок изобилия, останки некоего существа, которое не знает самой сути смерти. Оно лишь засыпает, чтобы однажды пробудиться вновь. Враг культивировал этот прах, и теперь клетки монстра паразитируют в телах горожан, буквально блокируя любую боль. Проблема еще и в том, что такая концентрация скверны изобилия может привлечь внимание Ланя, эона охоты. А если он выпустит свою световую стрелу, Двумерния будет уничтожена. Понимая, что счет идет уже на минуты, Эванесса решает вмешаться официально. Как бывший арбитр, она собирается вынести желание приговор за искажение правил игр и за использование изобилия как суррогата радости. Для этого ей нужен божественный измеритель – инструмент, который способен взвесить просителя и определить его реальные преступления. На подступах к цели путь героиням преграждает густой туман. Эванесса без труда его рассеивает, потому что перед ними ее собственная древняя печать, скрывавшая тайник. Вскоре они находят и сам измеритель. Выясняется довольно забавная деталь. Легендарный артефакт орбита выглядит как гигантская канцелярская линейка. Яо Гуан, конечно, не упускает возможности поиронизировать над таким могущественным инструментом. Когда Эванесса пытается применить линейку, артефакт внезапно дает сбой. Измеритель попросту не может оценить грехи Желаны, потому что за маской Ктулху скрывается не одна она, а сразу множество просителей. Подобного в истории игр Фонтаны еще не случалось. В этот тупиковый момент появляется неожиданное подкрепление – Даньхэн, Эшвейл и Блейд. Эшвейл сразу раскрывает свою настоящую личность и признается, что он Ла-Манча. Напомним, что именно Яо Гуан когда-то поручили восстановить связь с лидером галактических рейнджеров. Впрочем, куда сильнее генерала поражает появление Блейда.
Яо Гуан напоминает охотнику за стелларонами о его преступлениях, но они довольно быстро приходят к договоренности. Вместе у них, возможно, получится придать забвению эманатора изобилия Шуху, чьи останки находятся в теле Блейда, и сам Мечник готов им в этом помочь. Блейд раскрывает истинный масштаб катастрофы. Шуху – бессмертный эманатор изобилия, чья плоть способна прорастать даже из мельчайших частиц. Именно ее клетки Желана и ее культ использовали в операции счастья. Как раз поэтому просителей сейчас так много. Из-за природы изобилия и клеток Шуху все они воспринимаются словно единое существо. Когда же Желана задействует свои способности и начнет аккумулировать через игры всю силу желания, эта колоссальная энергия сработает как катализатор. Тогда зараженные сольются воедино и превратятся в гигантскую питательную среду. Параллельно с этим Искра, выполняя сделку с первопроходцем, начинает копать под Желану в таверне Недотеп. Она обращается к Джованни, и тот дает ей единственную зацепку – отправляет в больницу Недотеп. Это специфическое место для сломленных разумом, где Желана когда-то проходила обследование. В больнице Искра добирается до медицинского досье Желаны и выясняет, в чем суть ее главной способности – грамматики счастья. Желана умеет ощущать желания людей, и стоит ей проговорить это желание вслух, как человек буквально начинает сходить с ума. Вскоре Искра встречает Джуншань. Та рассказывает, что Желана когда-то пыталась разрушить свою маску Недотепы. Ничего не вышло. На ней осталась лишь трещина, которая высвободила огромную силу и оставила после себя разлом. Искра решает войти внутрь. В разломе ей открывается флешбэк времен Кровавых игр. Плачущая Желана внезапно получает посылку, а внутри лежит маска радости с едким и колким посланием о том, что ее слезы по телевизору выглядели по-настоящему смехотворно. После такого у нее случается нервный срыв. В этот момент Желану становится жаль даже Искре. Так и выясняется, что Желана солгала о том, как получила маску Недотепы. Маска радости не спасла ее от Вестника Смерти 15 лет назад. Она досталась ей гораздо позже, как злая насмешка. Внутри разлома Искра сталкивается с Желаной, но та сразу начинает применять свою грамматику счастья и давить на разум Искры. Она цепляется за ее жажду внимания и навязывает искусственную эйфорию. Искра не поддается. Для Недотепы настоящая радость невозможна без боли и страданий. Стерильный, искусственный позитив Желаны в ее глазах выглядит жалкой подделкой, за которой нет ни силы, ни подлинного счастья. А сама суть Недотеп – уметь превращать любые страдания в смех. И все же на этом все не заканчивается. В пространстве трещины появляется странный эмодзи с жуткой улыбкой. Он заговаривает с Искрой и называет Желану своей игрушкой. В целом уже давно было понятно, что медиамагнат действует не одна, и что за ее спиной стоит настоящий кукловод, который дергает за ниточки из тени. Поняв, что столкнулась с силой совсем иного уровня, Искра зовет на помощь Искорку, и вместе они сбегают. Тем временем на борту Звездного экспресса проходит большой разбор полетов. Экипаж и союзники распределяют роли перед финальной стадией противостояния с Желаной, и картина вырисовывается по-настоящему критическая. Проблема в том, что операцию счастья уже прошли 200 тысяч человек. По сути, это 200 тысяч просителей и одновременно заложников, которые стали физическим продолжением самой Желаны. Вскоре команда прибывает к телебашне Желана ТВ, где воссоединяется с Эшвейлом и Воскресеньем. Последний сумел проникнуть в ассоциацию в надежде узнать больше об операции. Однако Желана первой наносит медийный удар. Она отменяет открытые дебаты и прямо в эфире обрушивает на первопроходца поток односторонних обвинений, выставляя безымянных главными злодеями. А ее козырем становится наглая и очень удобная ложь. На глазах у всей толпы она заявляет, что плоть изобилия стала заразной исключительно из-за вмешательства гармонии и личного воскресения, преступника Спиноконии и союзника безымянных. Глядя на весь этот беспредел, Яо Гуан спрашивает Эванессу, разве действие Желана не нарушает правила игр? Ответ арбитра шокирует – нет. За тысячелетнюю историю игр Фонтаны подобные бедствия здесь давно стали обыденностью. Пока проситель поглощает силу желания и наполняет фонтану, ему позволено творить что угодно. Моральных ограничений в этих играх попросту нет. Есть лишь одно абсолютное табу – игра должна продолжаться бесконечно. А сам пост арбитра Эванесса занимает лишь за тем, чтобы уничтожать тех, кто попытается остановить ее ход. И здесь сюжет подкидывает критически важный кусок лора – истинную предысторию Эванессы. Оказывается, все куда сложнее, чем мы думали. Эванесса не просто дух древа.
В далеком прошлом она была искательницей эликсира, могущественной провидицей и невероятно гордым зверем, который за всю свою жизнь потерпел поражение лишь однажды – от огненной птицы Сяньчжоу. И да, это жирнющий намек на маршала Хуа. В своих поисках бессмертия Ванесса в итоге обрела благословение Яоши и буквально стала той самой пышной ветвью в садах изобилия. И вот тогда-то туда пробрался Аха. Бог смеха просто сорвал эту ветвь и пересадил ее на двумернюю. Этим жестом он заточил ужасающую мощь изобилия в самую нелепую игру. За тысячелетия циклов эта сущность изобилия постепенно осознала концепцию радости и создала себе человеческую маску, ту самую ироничную Ванессу, которую мы знаем. Яо Гуан требует от арбитра вмешаться, только вот технически Желана табу не нарушала. Раз нарушителя нет, Ванесса принимает радикальное решение и собирается сама переступить запрет, чтобы остановить игры. И решает раскрыть генералу истинную цель игры Эона, а заодно правду об ужасающем существе, которое дремлет в самом ядре двумернии. И тут происходит облом. Для нас, игроков, этот мощнейший лорный монолог внезапно перекрывает системная цензура. Суть игры от нас намеренно скрывают, так что ждать раскрытия этой тайны осталось недолго. Тем временем фокус сюжета смещается на охотников за стелларонами. Ситуация с мутациями становится критической, поэтому Жемчуг вызывает Серебряного Волка в здание своей корпорации. Эрудроид хочет использовать ее хакерские навыки, чтобы отследить очаг заражения. В итоге девушки заключают чисто прагматичную сделку. Жемчуг дает Волку полный и беспрепятственный доступ к местной сети, чтобы та докопалась до истины об источниках отрады. Именно так называют тех жутких монстров изобилия из кат-сцены. Взамен корпорация обещает закрыть глаза на любые подозрительные действия охотников в этот период. Сама же Жемчуг признается, и просто хочется посмотреть, как в итоге сработает сценарий Элио, и ради этого она готова пойти на риск. Вскоре с Серебряным Волком связывается Кафка, причем ее звонок раздается ровно на 23 секунды позже, чем предписывал сценарий. Охотница передает короткое послание от Элио: «Не проиграйте Ахе». Судя по всему, в будущем охотникам за стелларонами действительно предстоит прямое столкновение с самим богом смеха. Жемчуг, конечно, пытается выведать, о чем они там шепчутся, но охотники – слишком сплоченная банда, чтобы выдавать свои секреты. Как только Волк приступает к взлому сети и подключается к программному блоку двумернии, хлынувший поток данных вызывает у нее внезапный флешбэк. Ей вспоминается одна из первых миссий в составе охотников. В том воспоминании Кафка ловит Волка на откровенном читерстве. Оказывается, хакерша втихаря выкрала из хранилища свой собственный картридж, тот самый, который добровольно отдала Элио при вступлении в банду. Тут нужно пояснить, этот картридж содержит в себе данные ее другой версии, Императрицы Теней с прошлой временной линии. Там Волк достигла немыслимого 999 уровня и стала сильнейшим существом во Вселенной. По сути, картридж дает ей силу полубога, но контролировать такую мощь невероятно тяжело. Эта сила стремится полностью захватить разум Волка, поэтому Элио и запрещает использовать ее без крайней нужды. Кафка прямо называет этот артефакт концовкой, которую Волк отвергла. Хакерша признается, когда она достигла этой вершины, ей стало невыносимо скучно. Абсолютное всемогущество оказалось обычным тупиком, где больше нет места игре. Именно поэтому она и примкнула к Элио, чтобы найти тех, кто играет не по правилам, и попытаться переписать саму судьбу. Получив права доступа, Серебряный Волк начинает взлом системы, чтобы добраться до первопричины аномалии. По ходу дела нам объясняют и программную суть действий Желаны. Ее грамматика счастья работает как вирус, который переписывает базовые установки реальности и сознания. Чем глубже Волк копает, тем яснее становится. Жемчуг, с которой она только что говорила, была всего лишь иллюзией. Раскусив подмену, Волк обращается к настоящему кукловоду и требует выйти на прямой контакт. Волк сталкивается с главным антагонистом, насмешливо называя его мистером Шаромыгой. Шаромыга – тот самый криповый эмодзи из разума Желаны с фрагмента истории Искры. Дальше он раскрывает свой чудовищный план. Двумернюю хотят накачать клетками изобилия до такой степени, чтобы вся планета превратилась в одну гигантскую мерзость. Такой сценарий гарантированно спровоцирует Эона Охоты выпустить стрелу и стереть двумернюю в порошок. Планету собираются уничтожить чужими руками. В этом диалоге Волк напрямую угрожает Шаромыге. Она заявляет, что ему конец, ведь в двумернии сейчас находится целая куча эманаторов. Но злодей лишь смеется ей в лицо, откровенно издеваясь над местными полубогами. Шаромыга уверен в себе и хочет заточить Волка в ловушке, из которой нет выхода. Но хакерша его переигрывает. Здесь-то и вскрывается тайна тех самых 23 секунд. Именно эта задержка в звонке Кафки дала Волку понять: в системе есть помеха, сценарий Элио пошел не по плану, а значит, пора готовиться к худшему. Поняв, что ее ведут, Волк заранее использовала эфирное копирование и взломала пространство врага еще до того, как ловушка захлопнулась. Она говорит прямым текстом, ей все равно на двумернюю. Единственная миссия от Элио заключалась в том, чтобы вычислить его.
И теперь, когда Шарамыга раскрыл себя, Волк обещает с ним покончить. Загнанный в угол Шарамыга напоследок бросает последние слова. В одном из вариантов будущего Серебряный Волк переметнется на сторону разрушения и принесет им отрубленную голову Ахи. Впрочем, доверять словам существа, буквально сотканного из лжи и хаоса, было бы крайне наивно, да и непонятно, откуда информацию об этом будущем он взял. Тем временем первопроходец с командой прорываются через телебашню Желана ТВ. Из каждого утюга и экрана льется пропаганда, в которой Звездный экспресс мешают с грязью. Герои не тратят времени на зачистку каждого коридора, их цель предельно ясна – добраться до самого верха и лично разобраться с медиамагнатом. По пути они натыкаются на Блейда. Даньхэн сразу успокаивает команду и ручается за мечника. Проблема в том, что из-за бешеной концентрации изобилия Блейд едва не потерял рассудок. Спас его особый талисман, который он сам же выковал в прошлой жизни. Это отсылает к лору патча 4.0 и словам Яо Гуан. Тут же раскрывается и план охотников. Именно Блейд должен лично сорвать маску с Желаны. Раз он сам носит себе клетки Шуху, только ему под силу выдержать прямой контакт с искаженной плотью. Врагов становится слишком много, так что Эшвейл решает остаться и прикрыть тылы. В этот момент на связь выходит Жемчуг с очень тревожными новостями. Пошла вторая волна мутаций, и теперь она заражает даже обычных, неоперированных людей. Жемчуг передает героям остаточный цифровой код Серебряного Волка и предупреждает, что кто-то намеренно ускоряет распространение заразы извне. С помощью скриптов Волка герои успешно глушат радио Желаны, только передышка длится недолго. На них налетает рой мелких существ, тех самых Шарамыг. Их фишка бьет прямо по психике, они стирают союзников из поля зрения. Такая извращенная шутка заставляет человека умирать в ужасе и полном одиночестве, даже если друзья стоят буквально в метре от него. Разгадав принцип этой иллюзии, команда договаривается не паниковать и встретиться на крыше. В ответ мелкие твари сливаются в одного гигантского монстра, злорадную фонтану, которая торжественно выносит первопроходцу смертный приговор. В самый критический момент, когда монстр пытается раздавить разум первопроходца грамматикой счастья, в сцену врывается сама Волк. Она обрывает ментальный захват и объясняет, что нашла героев по тому самому коду Жемчуг. Он сработал как маяк. Волк берет бой с боссом на себя. こんな子供騙しで得意になってたの？倒すのは簡単だけど、せっかくだし差を教えてあげる。へえ、やるじゃん。まだ勝てると思ってる？性格ハンターのターンは終わり。よく見てて。あなたを倒すのは最後のダークゾーンの帝王。Волк велит дальше первопроходцу идти своим путем. У нее здесь своя отдельная задача – встретиться лицом к лицу с настоящим кукловодом. Существо же, которое Волк насмешливо называла мистером Шарамыгой, наконец сбрасывает маску. Это Асад Прамат собственной персоной, лорд-опустошитель Легиона Антиматерии. Вероятно, именно поэтому в катсцене Волк и активировала свою особую форму, использовав запретный картридж. Пошла она на это все не ради победы над жалкой Фонтаной. Выход эманатора Нанука был заранее ожидаем, и готовилась хакерша именно к этой тяжелейшей конфронтации. Между Серебряным Волком и Асатом Прамадом завязывается очень напряженный разговор. Лорд-опустошитель выдает предсказания, прямо отсылая к событиям из прошлой временной линии Волка. Он намекает, если она продолжит идти этим путем и будет черпать силу Императрицы Теней, то неизбежно повторит ее судьбу в этой реальности. Она достигнет абсолютной вершины как эманатор радости и пройдет абсолютно все существующие игры. Но когда испытаний больше не останется, ей станет невыносимо скучно, и смех во вселенной умолкнет навсегда. То же самое ждет и игры Фонтаны, они неминуемо придут к своему логичному финалу, к разрушению.
Волк уже была готова вступить в смертельный бой с Асатом, но тот внезапно решает отступить. Лорд-опустошитель заявляет, что сейчас лучше избежать прямого столкновения. Он ссылается на то, что это пока не его сцена, а в рукаве у него припрятано еще немало козырей и благополучно исчезает во тьме. Первопроходец наконец добирается до Желаны. После ее короткого, но едкого монолога подтягивается и остальная команда. Медиамагнат открыто заявляет, что ей плевать на победу в обычном смысле. Она считает двумерню лишь абсурдной утопией, где под маской радости скрывается фарс, а страдания людей – лишь топливо для бесконечного шоу. Закончив свою речь, Желана бросает вызов своим противникам и призывает их подняться на самую вершину телебашни. Проход наверх заблокирован, но Серебряный Волк без труда его взламывает. И здесь стоит обратить внимание на одну деталь. Сама Волк на финальный бой не идет. В сюжете это напрямую не проговаривается, но логика тут вполне понятна. Скорее всего, она остается в тени, сберегая форму 999 уровня, чтобы мониторить пространство и быть готовой на случай внезапного удара Асата Промада. На вершине башни команду ждет пугающая картина. За спиной Желаны распускается гигантский пульсирующий цветок изобилия. И вот здесь раскрывается ее истинная, глубоко трагичная мотивация. 15 лет назад, после нападения Вестника Смерти, Желана спаслась вовсе не чудом. Вся та забота, поддержка и любовь окружающих оказались абсолютной фальшивкой. Масштабным шоу Трумана от канала «Морское ТВ» под названием «Будьте счастливы». Все ее так называемые спасители были обычными актерами, а ее личная травма обеспечила программе рекордные рейтинги. Узнав, что вся ее жизнь оказалась жестоким ситкомом радости, Желана окончательно сломалась. Финальным гвоздем стала та самая загадочная посылка с маской недотепы и издевательской запиской. Твои слезы по телевизору выглядели смехотворно. В игре прямо не говорят, кто был отправителем, но этот подарок идеально вписался бы в планы Асата Промада. Именно после этого Желана решила отомстить всему миру и самой концепции радости. Чтобы получить силу, она применяет грамматику счастья на самой себе, снимая все лимиты и активируя клетки Шуху. Первопроходец переносится прямо во двор игр Фонтаны. Тут его встречает Эванесса, только теперь перед ним уже не та ироничная попутчица, а истинный арбитр, холодная и божественная. Она констатирует факт. За 1000 лет пробуждения этой силы происходило всего 3 раза, и 2 из них спровоцировали именно безымянные. Эванесса намерена радикально наказать Желану за ее посягательство и собирается слить воедино все источники отрады, вернув их Яоше. По сути, это убьет 200 000 невинных людей.
Первопроходец отказывается принимать такой исход. Он просит дать ему шанс одолеть Желану по правилам игр, опираясь на силу желаний самих людей. Герой готов взять это бремя на себя, заявляя, что путь в любом случае меняет каждого. И важно лишь то, что именно увидят люди, когда посмотрят на тебя. Эванесса подмечает, что именно это безрассудное высокомерие привлекло внимание Ахи. В итоге арбитр соглашается и дает первопроходцу ровно 3 минуты на победу. Желана повержена. Вот только биологическая катастрофа не останавливается с ее смертью. Трансформация изобилия в телах горожан продолжает набирать обороты, а сами люди все еще пребывают в дурмане искусственного счастья. Чтобы уберечь 200 тысяч человек от мутаций, Блейд предлагает безумный план. Он готов стать сосудом и вобрать всю плоть Шуху из зараженных в собственное тело. Процесс этот невыносим, поэтому в дело вступает Воскресение. Используя силу гармонии, настройку, он синхронизирует сознание всех жертв и самого Блейда, чтобы их рассудок не рухнул от боли. От имени банды «Общее желание» Воскресение обращается к толпе с просьбой отдать ему весь свой страх. Если на Пиноконии Воскресение пытался лишить людей свободы воли ради их же безопасности, то сейчас он использует гармонию, чтобы помочь им добровольно пройти через страх и боль, защищая право на страдания.ナイス。完全に起きる前に一手でゲームを終わらせてあげる。Блейд успешно поглощает клетки эманатора, и пока она еще не полностью очнулась ото сна, волк сжала Шуху и запечатала внутри тела Блейда. По этой причине Блейд теперь технически тоже считается просителем. Теперь Яо Гуан подходит к охотнику за стелларонами и абсолютно искренне благодарит преступника Альянса за спасение планеты. Чтобы сохранить рассудок для вечной внутренней дуэли с Шуху, Блейд разбил свой осколочный меч и вонзил обломки прямо в собственное тело. Яо Гуан обещает исполнить свой долг и устроить Блейду достойные похороны на самом краю рисованного мира. А уничтожить бессмертную плоть Шуху поможет то самое запечатанное существо ненасытности, о котором мы говорили еще в разборе сюжета 4.1. Дальше идет краткий эпилог по героям. Воскресение и Блейд совершили настоящий подвиг, спася 200 тысяч душ. Воскресение, жутко измотанный настройкой, наконец находит свое место. Он планирует почтить память павших ребят из общего желания, а затем вернуться на экспресс, чтобы как следует отдохнуть. Похоже, теперь он точно останется с героями как полноценная часть экипажа. Дань Хэн, которому в критический момент боя пришлось снова высвободить силу Пожирателя Луны, намерен помочь с устранением последствий в городе и обсудить с Яо Гуан детали похорон Блейда.
Серебряный волк немного расстроена тем, что Яо Гуан увела Блейда, но при этом искренне благодарит Даньхэна за то, что тот сдерживал мечника во время болезненного сбора плоти Шуху. После завершения бедствия волк планирует просто продолжить играть в игры фонтаны. После битвы Эванесса полностью истощена. Использование силы изобилия для исцеления людей забрало все ее ресурсы. Перед тем, как отключиться, арбитр поручает первопроходцу важнейшую миссию – спуститься в самые глубины рисованного мира. Оказывается, легендарная художница Графия все еще жива. Она дремлет где-то в самом сердце мира, который сама же создала. Первопроходец должен передать ей одно послание. Лорд-опустошитель Асад Прамат, тот самый, что тысячелетия назад обрушил легион на Двумернию, вернулся. Но в то же время во владениях Жемчуг внезапный гость. 未完の絵巻が今にも咲けそうです。意外なお客様ですね。Кутиба врывается в здание корпорации «Жемчужный блеск» и требует ответа. Какие на самом деле цели корпорация годами преследовала в Двумернии? Оказывается, та самая ужасающая сущность, которую игры фонтаны все это время сдерживали в ядре планеты, это божественные останки Ороборос, эона ненасытности. Ну а теперь самое время для краткой аналитики. Во-первых, это абсолютный триумф нашего прошлого разбора. Мы оказались полностью правы. Двумерния буквально построена на останках ненасытности. Еще из лора виртуальной вселенной мы знали, что Ороборос бесследно исчезла во время войны с Тайзеронтом и его роем. Теперь пазл сложился. Становится предельно ясно, почему КММ так активно вливала сюда ресурсы. Корпорация, видимо, хочет заполучить останки Эона. Сами игры фонтаны все это время буквально служили глобальной печатью для Ороборос, о чем напрямую написано. Что касается Лорда-Опустошителя, с нетерпением ждем финальную конфронтацию. Именно Асад с самого начала манипулировал Желанной и вел ее по этому пути. Хотя пока остается открытым вопрос, причастен ли он к самому первому Вестнику Смерти, Маркусу Антали. Также впереди нас ждет историческая встреча Химику со своим легендарным предком Графией. И здесь кроется серьезная загадка. Как художница вообще смогла выжить? По логике вещей, она давно должна была погибнуть от проклятия выветривания. Возможно, в грядущем финале мы наконец узнаем истинную природу этой болезни. Ну и напоследок по поводу похорон Блейда. Явно не стоит спешить прощаться с персонажем. Учитывая лор ненасытности, заявленная смерть – это скорее красивая метафора, за которой проследует перерождение. Разработчики уже анонсировали новую форму Блейда как отдельного игрового персонажа, а ее дизайн в активной форме недавно даже спалили в официальных стикерах. Судя по всему, охотник скормит проклятую плоть Шуху ненасытности и переродится в совершенно новой, очищенной версии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте посмотреть другие ролики по подсказкам на экране. Поддержать же выход новых выпусков можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.